Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить связать вот такой маленький красивый детский грызуночек. Сосочка такая вот пустышка. Такая игрушка подойдет для самых маленьких деток, потому что по размеру она небольшая. Вот она 7 сантиметров, эта игрушка. Ее очень удобно держать детскими маленькими ручками. Она легкая. И вот такая игрушка симпатичная получается из хлопковой пряжи. Сегодня мы будем ее с вами вместе вязать. Грызуночек я буду вязать из пряжи стопроцентного хлопка. Это Alize Bella. Здесь в 50 граммах 180 метров. Я буду использовать розовый и желтый цвет. Вот такое у меня есть колечко по диаметру, вот по внешнему 4 сантиметра. И крючком буду вязать номер 2. И теперь вот розовой пряжей нам нужно связать вот такое колечко. Одно я уже связала, а второй вот такой кружочек мы сейчас свяжем с вами вместе. Вот я взяла розовую пряжу, сделали кольцо амигуруми. И в это кольцо будем сейчас связывать 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем и вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый вот столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по прибавке. То есть провязываем вот один столбик и сюда же провязываем второй. И вот так вяжем по кругу один столбик, сюда же второй. И так в конце ряда у нас получится 12 столбиков. Довязываем по кругу. Теперь вяжем третий ряд. В третьем ряду мы провязываем один столбик, а в следующий прибавка 1 и сюда же повторяем второй. И снова так вяжем один столбик, прибавка, столбик, прибавка. И еще так 3 раза повторяем: столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. И в конце третьего ряда у нас получилось 18 столбиков. Теперь вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем один столбик, второй столбик, а в третий прибавка. И вот так будем чередовать далее. Всего у нас таких прибавок будет 6. И в конце ряда получится 24 столбика. Вот вяжем один столбик, второй столбик и прибавка. И вяжем последний пятый ряд. Здесь мы провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, и в четвертый столбик делаем прибавку. Таких повторений всего у нас будет 6. И в конце пятого ряда получится 30 столбиков. Вот еще раз показываю: 1, 2, 3, и в последний столбик вяжем прибавку. И так вяжем по кругу. Вот когда довязали, в конце отрезаем ниточку. Вот так. Теперь вот взяли 2 колечка, сложили вот изнанкой друг к другу. Так, чтобы хвостики не совпадали.
можно. Вот, и теперь берем нитку контрастного цвета и будем связывать эти вот два элемента вместе. Вот захватываю за столбики на одном кружочке, за столбики на втором кружочке. И вот так вместе я их буду провязывать. Эту желтую ниточку сразу можно немножко вязать и потом спрятать в серединку. И вот так. Таким образом, столбик в столбик. Так как у нас эти два элемента совершенно одинаковые. И вот так я их буду ввязывать. Так обвязываем по кругу. И эти ниточки можно сделать немного короче и спрятать внутрь изделия. И вот когда довязали кружочек до конца, вот провязываю еще один столбик и соединительной петлей вот соединяю этот ряд. Отрезаю нить. И этот хвостик потом спрячем вовнутрь изделия. Теперь будем вязать саму сосочку. Я вот буду вязать ее из нежно-желтого цвета. Снова сделали кольцо амигуруми и ввязываем сюда 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это первый ряд. Колечко затягиваем. Здесь у нас 6 столбиков. Теперь во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по прибавке. Вяжем один столбик и сюда же повторяем, провязываем второй столбик. Вот как мы уже с вами вязали на розовом кружочке. И вот так довязываем с прибавками до конца ряда. И в конце ряда будет 12 столбиков. Теперь вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем один столбик, в следующий прибавка. И так повторяем далее один столбик и прибавка. Всего таких прибавок в ряду в этом у нас будет 6, и в конце третьего ряда получится 18 столбиков. И вот 4, 5 и 6 ряды я провязала по 18 столбиков без изменения. Теперь будем провязывать убавление, и это у нас 7 ряд. Вот как мы будем вязать. Провязываем один столбик, а в следующем вот делаем убавление. Оденем маркер. И снова так будем повторять столбик. В следующий убавление. И так чередуем до конца ряда. Столбик убавления. В конце 7 ряда у нас будет 12 столбиков. И вот после убавлений, после 7 ряда я наполнила немного наполнителем, потому что так будет проще. Далее мы будем вязать ровное полотно по 12 столбиков и дозаполним еще вот нашу соску. Итак, по 12 столбиков мы провязали вот 8, 9, 10 и 11 ряды. Также, как вы видите, я уже наполнила наполнителем. Хвостик мы оставили подлиннее для того, чтобы можно было пришить.
И вот теперь буду брать наше вот основание колечка, такое кружочек, и вот прилаживаем к центру, вот так. И теперь вот таким образом вот по центру. И вот так будем пришивать, захватывать за столбики, только захватываем за столбики с одного кружочка, чтобы мы не прокалывали насквозь наш элемент. И вот так ниточку подтягиваем, захватываем за столбики на пустышке и снова вот захватываем за вот столбики на розовом кружочке. Все это мы вот так подтягиваем. И вот таким образом пришиваем далее все по кругу. И вот после того, как мы сшили наши две детали, вот такая сосочка-пустышечка у нас получилась. Теперь нам нужно прикрепить вот нашу пустышку непосредственно к деревянному колечку. И для этого мы свяжем такой элемент, с помощью которого будем крепить эти вот две детали. Для этого я беру розовую пряжу, набираю цепочку из 7 воздушных петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и во вторую воздушную петлю от крючка начинаем провязывать столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь поворотными рядами будем вязать столбики без накида. Сделали воздушную петлю для подъема, и теперь провязываем вот столбики без накида с обратной стороны. И потом снова воздушная петля, разворачиваем вязание и вот так чередуем. И вот я связала такую деталь. Для моего колечка мне нужно связать 1, 2, 3, 4 ряда. И теперь будем прилаживать вот так колечко по центру и наверх колечка вот будем прилаживать нашу деталь, которая будет скреплять вот вместе с сосочкой. Вот для начала можно убрать деревянное колечко и будем захватывать за верхние столбики, теперь тоже, чтобы не навсквозь, а только за верхние столбики вот одной детали. И вот таким стежками пришиваем с одной стороны деталь, вот так пришиваем до верха. И вот одну сторону пришили. Теперь ниточку вот с иголочкой в середине нашей детали вот я уже переместила. Теперь будем прилаживать вот так колечко. Вот в середину. И прошивать теперь с обратной стороны точно так же, вот как мы прошивали вот первоначально с вами.
вот так под столбики. И пришиваем так вот до конца. И вот после того, как мы все пришили, все детали соединили, вот такой красивый грызуночек, сосочка у нас получился. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!